Взрывы в столице, есть погибшие и десятки раненых. Подробности атаки, которую можно смело назвать актом терроризма. Из президентского кабинета прямо на фронт. Срочное и неожиданное решение принято в политической верхушке страны. Россия перестает быть космической сверхдержавой. Это произошло впервые за 64 года. Позор мирового масштаба, о котором сейчас начнут говорить все. Удар по нефтяному сердцу Казахстана, причал, через который шло 80% всего экспорта главного продукта, выведен из строя. Трамп отменяет почти все указы Байдена и бросает Европу. Большие перемены, о которых говорит мир. Что это все значит и куда все катится? Главное к вечеру субботы, 29 ноября. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Громкое заявление теперь уже бывшего главы Офиса президента Украины, подавший накануне в отставку Андрей Ермак, заявляет, что отправляется на фронт. Об этом он сообщил Нью-Йорк Пост. В специальном письме в редакцию издания Ермак назвал себя честным и порядочным человеком. Меня опозорили, мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года, поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского. Я отправляюсь на фронт. Мне отвратительно грязь, направленная в мой адрес, и еще больше отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду. Ранее у Ермака прошел обыск в связи с делом Мидаса, где главным фигурантом является бывший бизнес-партнер Зеленского Тимур Миндич. Это расследование уже стоило кресел двум министрам и стало крупнейшим коррупционным делом последних лет. Соратники Зеленского по многочисленным неофициальным сообщениям украинских СМИ требовали от президента убрать Ермака с должности, и теперь тот, как видно из письма, не скрывает обиды. Неожиданные перемены. Глава украинской разведки, который ранее готовил самые громкие операции против России, теперь летит в США. Украина формирует жесткую переговорную команду вместо Ермака. Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова новым главой украинской делегации для переговоров по американскому мирному плану. Это официальная замена Андрея Ермака, который на фоне коррупционного скандала был отправлен в отставку. Вместе с Умеровым в США отправляются Кирилл Буданов, начальник генштаба Андрей Гнатов и замглавы МИДа Сергей Кислица. Во Флориде делегация встретится со спецпосланником Трампа Стивом Уиткофом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Это первая большая перестройка переговорного трека, и Белый дом, по словам журналистов, рассчитывает продавить сделку, которая может быть выгоднее для Москвы. Россия обрушила на Киев сотни дронов и десятки ракет. Погибли 2 человека, ранены 29, 19 из них госпитализированы. Без электроэнергии на некоторое время остались более 500 тысяч человек. В ряде районов вспыхнули пожары. Разрушение масштабное. В Шевченковском районе поврежден 14-этажный дом. В Соломенском обломки ракеты ударили по 25-этажке, разнеся фасад с 1 по 3 этажи. В других районах горели частные дома, гаражи. Повреждена 9-этажка и подъезд 3-этажного дома. В одном месте огонь охватил сразу 5 и 7 этажи. В Киевской области без света остались более 100 тысяч потребителей. Под удары попала не только столица. Обесточены районы 5 областей Украины. Зеленский заявил, что Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов. Цели прежние – энергетика и гражданская инфраструктура. Президент призвал ускорить поставки ПВО и решение Европы по замороженным российским активам, потому что каждая такая ночь показывает, Москва продолжает бить именно по мирным людям и требовать мирных переговоров. Конец космического государства. Авария на Байконуре остановила все пилотируемые пуски. Россия оказалась в беспрецедентной ситуации, лишившись единственного пилотируемого старта. Ранее там все держалось на советском запасе. Запуск Союза МС-28 с Байконура прошел успешно, но пламя двигателей сорвало выдвижной балкон, ключевой элемент стартовой площадки номер 31. Это единственный комплекс, позволяющий России отправлять людей и грузы к МКС. Теперь он поврежден и работать
выдержать не может. Впервые за 64 года Россия утратила возможность самостоятельно запускать космонавтов. Гагаринский старт, который мог бы подстраховать, не модернизирован. Эмираты вышли из проекта после начала войны. Восстановление Байконура займет до 2 лет, и весь этот период российские экипажи смогут летать только на американских Crew Dragon по договоренности с США. Фактически это символ крушения отрасли. Страна, которая первой отправила человека в космос, сегодня не может отправить туда даже свою ракету. Удар по нефтяному сердцу Казахстана. Уничтожен причал, через который идет 80% экспорта нефти. Ночью беспилотные катера атаковали Новороссийск и вывели из строя причал Каспийского трубопроводного консорциума. Утечки в Черное море удалось избежать, но причал теперь не работает. Это уже 3-я атака на инфраструктуру КТК. КТК – ключевой экспортный маршрут казахстанской нефти. Через него идет больше 1% мирового предложения. Любая остановка работы такого узла – удар по глобальному рынку и по нефтяной логистике России. Факт очевиден: атаки переместились на ключевую нефтетранспортную инфраструктуру региона, и последствия почувствуют не только Россия и Казахстан, но и крупные западные компании. Черный день для теневого флота России. Сразу 2 танкера загорелись в Черном море. Об этом сообщило Министерство транспорта Турции. Следующий в российский порт Новороссийск пустой танкер «Кайрос» подал сигнал о возгорании на борту в 28 милях от нашего побережья, предположительно из-за внешнего воздействия. Состояние 25 членов экипажа хорошее. Для эвакуации моряков в район направлены наши спасательные силы. Ситуация находится на контроле. Второе судно «Вират», по данным ведомства, сообщило, что подверглось удару примерно в 35 морских милях от берега в Черном море. Оба судна находятся под западными санкциями из-за участия в серых схемах продажи российской нефти. Первыми о том, что танкеры могли быть атакованы морскими дронами, сообщили Z-каналы. Позже это подтвердили источники в СБУ и ВМС Украины. Они же поделились видеоподтверждением удара. Но это не все. Ночью ВСУ ударили по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае, одному из самых мощных переработчиков нефти на юге России. Завод загорелся на площади около 250 квадратных метров, часть оборудования повреждена. Пожар локализовали, работников вывели. В самом поселке Афипский вспыхнуло подсобное хозяйство, его накрыло обломками сбитого дрона. Афипский НПЗ бьют уже не первый раз. Атаки были в августе и в сентябре, после чего предприятие частично останавливалось. Это критический объект. После реконструкции он вышел на переработку более чем 9 миллионов тонн нефти в год. Удары по таким заводам бьют по логистике и внутреннему рынку топлива. По данным Минобороны РФ, ночью по России и оккупированному Крыму прилетели более 100 украинских дронов. Наибольшее число сбили над Белгородской, Ростовской и Рязанской областями. В Ростовской области повреждены жилые дома и общежития техникума. В Волгограде ранены 2 человека. Масштаб атаки показывает: украинские БПЛА уверенно достают российскую глубинку даже при плотной ПВО. В Европе начали спрашивать напрямую: США нас бросают? Рубио впервые отказался ехать навстречу НАТО. Reuters сообщает, госсекретарь США пропустит важнейшую, ключевую встречу министров иностранных дел стран Альянса 3 декабря в Брюсселе. Вместо него приедет лишь его зам Кристофер Ландау. Для Альянса это редкость. Госсекретари почти всегда присутствуют на таких заседаниях. Момент крайне чувствительный. Отставка Ермака, хаос вокруг мирного плана Трампа и неразрешенность войны в Украине. В Европе уже задаются вопросом, не отодвигает ли Вашингтон НАТО на второй план на фоне собственных сделок с Москвой. А резко усилившаяся риторика Трампа о выходе из Альянса только добавляет тревоги. Европа нервничает все сильнее. Континент становится главным проигравшим в борьбе великих держав. Wall Street Journal пишет, что в гонке США, Китай, Россия Европа рискует оказаться на обочине. Вашингтон без консультаций с Брюсселем предлагает свой мирный план по Украине, делает отдельные сделки с Китаем, диктует условия в торговле, а ЕС все чаще остается статистом. Лидеры ЕС предупреждают: структура Союза слишком медленная и разобщенная для миропорядка силы. Германия вынуждена тратить сотни миллиардов на перевооружение. Франция и Скандинавия требуют срочных реформ, а мелкие страны боятся, что Европа превращается в фигуру на чужой шахматной доске. Трамп пошел ва-банк. Президент заявил, что аннулировал почти все документы, подписанные предшественником. Об этом нынешний хозяин Белого дома написал в своей соцсети.
Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% от всех документов, настоящим аннулируется и теряет силу. Лидер Соединенных Штатов также заявил, что Байдена окружали леворадикальные сумасшедшие. Более того, они, по мнению Трампа, отобрали у того президентское кресло и незаконно подписывали документы за главу государства. Автоперо – обычный рабочий инструмент Белого дома, которым пользовались и Обама, и сам Байден при рутинных задачах. Формально подпись, поставленная по устному одобрению президента, остается законной. Но Минюст Трампа уже проверяет, был ли Байден компетентен и не злоупотребляла ли администрация этой практикой. После ухода Ермака в Киеве идет тихая, но жесткая борьба за одно из самых влиятельных кресел страны. Нардеп Ярослав Железняк называет сразу 4 фаворитов. Это премьер Юлия Свириденко, вице-премьер Михаил Федоров, глава ГУР Кирилл Буданов и министр обороны Денис Шмыгаль. У каждого есть поддержка президента, но и у каждого свои риски. От необходимости переформатировать правительство до опасения потерять ключевого силовика на своей позиции. Иные источники делятся своими инсайдами. Deep State сообщает, что Зеленский рассматривает и кандидатуру Павла Полисы. Аналитики проекта называют логичным назначение на такую должность военного человека в военное время. Интерфакс Украина выдвигает свой сценарий. Свириденко могут поставить во главе ОП, а премьером сделать Федорова. Эксперты считают, что такой тандем способен стабилизировать политический кризис и усилить кабинет. Решение Зеленского станет ключевым. Именно от него зависит новая архитектура власти в условиях войны. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.